Материнская плата слабости не проявляет. Приветствую в Бенчленд. Сегодняшним героем обзора станет Великая Материнская Стена. Точнее, ее небольшая история появления. В один прекрасный момент я вбил себе в голову навязчивую идею, что ремесло оверклокинга и путь технаря — это не парабой с камышами. Тут на переднем плане сегодняшний день, а сзади оригинальная отделка 1982 года. Да ладно. Вот и захотелось организовать себе непосредственно фон для видеосъемок, а стены оставить в виде лофта и не заморачиваться. А что есть основа любой электроники? Правильно, текстолит, а значит платы. Так почему бы не склепать себе стенку из материнских плат? Это дорого? На самом деле это не катастрофические капиталовложения. Если вы готовы выжидать, потратите от силы $250. В моем личном случае я загорелся этой идеей еще порядка 4 лет назад, и я начал собирать нерабочие материнские платы где-то в 2017. Итого я насобирал порядка 100 штук. То в конечном итоге, зараза, не хватило, и пришлось спешно набирать еще дюжину и платить весьма несочные цены. Ну, что поделать, это просчет. Бывает. Тем не менее, в августе 2021 года стена была готова. Да, эта стена больше не раскрашена, она монотонная. Сделано это для того, чтобы она не отвлекала вас при просмотре ролика от красавчика ведущего. Ну так вот, я экстремальный оверклокер. Сгенерировать для меня несколько десятков таких материнских плат не является проблемой. Достаточно просто немножечко налажать с напряжениями. Рекордсменом по количеству убитых материнских плат является Asus Maximus Extreme. Вы наверняка знаете ее по комбинации 775 сокет, X38 чипсет и память DDR3. Это 4-я материнская плата. Она, к счастью, жива, и попасть ей на стенку пока что ничего не угрожает. Вернемся к теме. То бишь вы можете сами себе сгенерировать декора, например, если вы ремонтируете материнские платы, увлекаетесь компьютерами или чем-то подобным. Вы можете попросить своих знакомых подогнать вам нерабочие материнки за какой-то бартер. Ну и самое очевидное, вы можете покупать материнки целенаправленно, например, на досках объявлений. Я не спешил, и я мог позволить себе закупать по городу по ценам в районе $1, $1,5, в общем, ни о чем. Я так понимаю, это подойдет не каждому. Например, жителям маленьких городов наверняка каждый раз придется оплачивать доставку к себе. Ну и само собой, если у вас не стоит цель создавать себе чистокровную великую материнскую стену, вы можете добавить в арсенал нерабочие видеокарты, нерабочие блоки питания, нерабочие платы телевизоров, в общем все что угодно, в чем есть текстолит, хоть мобилки, ей-богу. Для вас также будет актуален вопрос правильного хранения и подготовки всего этого добра. Касаемо подготовки, это вы уже решаете сами. Я избавлялся от лишних элементов вроде перемычек, съемных деталей, радиаторов, заглушек и тому подобного. Я стремился сделать поверхность чистой, убрать всю пыль, грязь, остатки термопасты, терможвачки и тому подобное. Можете, конечно, это и проигнорировать, но тогда результат рискует раздражать на близкой дистанции. Это вопрос эстетики. Мне это было критично. Надо ли оно вам? Вам виднее. Когда настанет тот самый час, материнские платы нужно на чем-то зафиксировать. В моем случае это плиты OSB. Дешево и сердито. Оно же все равно на заднем плане и совсем не видно. Платы уже готовы, и все, что нужно, это просто закрепить их на стене. Наверняка рано или поздно вы осознаете, что вы промазали с расчетами и придется чем-то глушить остаток неприкрытой USB. Угловую шлифмашинку в руки и вперед кромсать платы. Этими маленькими кусочками и закрывается остаток площади. Кстати, вас ждет характерный запашок, токсикоманам на заметку. А вот так они занимают свои положенные позиции. Думаю, никто не будет спорить, получилось хорошо. Конструкция получилась 2,5 метра в длину, 2,6 метров в высоту, а выпирает она на 5-5,5 сантиметров вперед. Далее следовала покраска. Я использовал обычный компрессор и пульверизатор, заправленный белой матовой краской. По понятным причинам опирать в нее различные предметы или упираться самому лучше не стоит. Несколько задувок с небольшими паузами, и стена готова.
Дополнительно я хотел установить светодиодную ленту, но конечный результат меня разочаровал, и я отказался от затеи вешать еще одну сверху. Хотя без мелких недочетов не обошлось. Краска могла делать вот такие вот сюрпризы, а объема, который я использовал, видимо, не хватило для достаточной толщины нового слоя. Так что яркая гамма вроде зеленого, оранжевого и подобных цветов при внимательном рассмотрении напоминает об истинном цвете. Также спустя пару месяцев я столкнулся с испорченными конденсаторами, которые дали о себе знать. К счастью, это буквально 3 экземпляра на всю стену, так что неудобств никаких не имеется. Ну а конечный результат получился очень даже хорошим, и в какой-то степени тоже стал визитной карточкой канала, ведь фото, даже со смарта без нормального света и постобработки, заставляют обращать на себя внимание, даже не будучи связанными с тематикой. Вот такая вот история получилась у стенки из материнских плат. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч в Бенчленде.